Время относительно. Сказал дядюшка Эйнштейн, этот сукин сын был прав, как никто другой. И если бы вам была интересна физика, то я бы без проблем поговорил с вами про СТО. Но вам нужна бездна. А значит, сегодня мы будем строить зависимости хода времени от глубины погружения в аниме Made in Abyss. Погнали! Чуть не забыл. Видео было слизано с реддитовской статьи пользователя Рауль Дюк, ссылку на которую я оставлю в описании, если, конечно, не забуду. Ну и также хочу передать отдельное спасибо товарищу Брише за то, что вывел меня на эту самую статью. Все, погнали. Дубль 2. Как вы знаете, ход времени в мире, созданного в бездне, не так прост, как может показаться. Чем глубже мы спускаемся в пропасть, тем выше становится разница в скорости течения времени. В манге и аниме данный феномен показывался не раз, но никакой конкретики авторы никогда не давали. И раз так, то придется нам самим во всем разобраться. Ну что ж, какие у нас есть зацепки? Во-первых, знания Озен, которыми она поделилась с командой Рика в 17 главе. А именно, Озен рассказала ребятам о том, что 2 недели на 5 уровне были равны нескольким месяцам реального времени на поверхности. То есть, с помощью нехитрых математических подсчетов мы можем найти коэффициент замедления для 5 уровня, который находится в диапазоне от 4,3 до 10,7. И если говорить более простым языком, то время на 5 слое идет в 4-10 раз медленнее, чем на поверхности. Детально свои расчеты я комментировать не буду, потому что часть информации вы сейчас видите на своем экране, а часть я выложу в группу ВКонтакте. Так что обязательно подписывайся, все ссылки есть в описании. Второй нашей зацепкой будут слова Вазукьяна про 150 лет, прошедшие с момента основания деревни. Это значит, что Ганджи находится на 6 слое около 150 лет. На поверхности же точно прошло более 1900 лет, так как в первой главе манги говорилось, что бездну обнаружили около 1900 лет назад. Но Ганджи живы, а это значит, что они, скорее всего, прибыли в бездну в этом 2000-летии. Соответственно, коэффициент замедления для 6 слоя варьируется от 12,6 до 13,3. И опять же, простыми словами, время на 6 слое идет примерно в 12-13 раз медленнее, чем на поверхности. Ну и последней зацепкой будет произошедшее на 2 уровне бездны, когда Хабек спросил Гьярике, сколько 2-3 недели на 2 уровне будут длиться на поверхности. Гьярике тогда ответил, что 3 месяца минимум. Таким образом, коэффициент замедления здесь будет варьироваться от 4,3 до 6,3. То есть время там идет в 4-6 раз медленнее, чем опять же на поверхности. Таким образом, мы получили 3 разных коэффициента замедления для 3 разных уровней бездны. Причем у каждого коэффициента есть определенный разброс. И из-за этого самого разброса график зависимости будет не один. Да, их можно начертить аж 8 штук. Но рассматривать более подробно я буду только самый адекватный. Те странные графики, что я не разберу, также будут выложены в группу ВКонтакте. Ну а теперь к адекватному графику и тому, что на нем изображено. На оси X у нас идет коэффициент замедления, то есть то, во сколько раз время идет медленнее, чем на поверхности. Например, число 10 означает, что в данной точке время идет в 10 раз медленнее, чем на поверхности. На оси Y я изобразил уровни бездны. И не смотрите, что там есть половинчатые значения, потому что какого-то физического смысла они не имеют. Кратенько, чтобы вы понимали, цифра 3 на оси Y будет означать 3 уровень бездны. Соответственно, если провести горизонтальную линию от этой тройки до графика и потом опустить линию вниз, то мы видим, что замедление времени на 3 слое будет примерно равно 6,4. То есть, опять же, это значит, что время на 3 уровне идет примерно в 6 раз медленнее, чем на поверхности. Тут, надеюсь, все понятно. Теперь к значениям. Если кратко, то первая точка у нас 0,0, потому что нулевой уровень это поверхность, а на поверхности время замедлено в несколько раз. Вообще, с точки зрения математики, правильнее было бы сделать коэффициент замедления поверхности равным единице, но тогда график выходит не настолько красивым, потому 0. Ну и оставшиеся 3 точки это 4,3 и 2, 10,7 и 5, 12,6 и 6.
Теперь о главном, о графике. Лично у меня вышел график линейной зависимости, хотя у человека с Reddit получалась экспонента и двойная экспонента. График зависимости экспонента и двойной экспоненты вы сейчас видите на своих экранах, но мой график лично мне больше нравится, потому что его легче воспринимать простому обывателю, да и выводы делать тоже проще. Итак, какую закономерность мы наблюдаем? С каждым новым уровнем ход времени замедляется на 2 условные единицы замедления. То есть, смотрите на график. На первом уровне время идет примерно в 2 раза медленнее, на втором в 4, на третьем в 6, четвертом в 8, пятом в 10, шестом в 12 и седьмом в 14 раз медленнее, чем на поверхности. Конечно, вычисления местами не точные, есть погрешности и прочие нюансы, но у меня получилось то, что получилось. И выводы я буду делать из моих результатов. А какие выводы? Мне всего один вывод хочется сделать. Если Ли запустил свое последнее погружение спустя 2 года после рождения Рика, то на поверхности прошло около 10 лет. Значит, судя по моему графику и тому, что Лиза сейчас на 7 слое, для нее самой и года не прошло. Так что встретить здоровую и полную силу Лизу у нас есть реальный шанс. Все. Ладно, не все, пошутил. Еще хотел сказать, что ваше мнение может не совпадать с моим, что все относительно и не определено. Если честно, то вряд ли сам Цукуси строил подобные графики с зависимостями. Но я, как видишь, построил, так что не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Впереди нас ждет еще много всего интересного. Ну а с тобой был Товарищ Ночь, и я не прощаюсь.